Сегодня я решил вам рассказать про чайный гриб. Многие люди спрашивают, как мне ощелачивать свой организм. Можно мне пить перекись водорода или еще что-нибудь? Я понимаю, что люди воспринимают чайный гриб или еще что-то как панацею от многих заболеваний. На самом деле это не так. В этом ролике я хочу рассказать про чайный гриб, вообще насколько он полезен, стоит ли пить чайный гриб, стоит ли этим заниматься и насколько он опасен. Давайте начнем с того, что такое чайный гриб. Чайный гриб представляет собой симбиотическую колонию бактерий и дрожжей. То есть это сосуществование уксусных бактерий и дрожжевых бактерий. Этот продукт, чайный гриб, кладут в раствор черного или зеленого чая и туда добавляют сахар. В результате чего дрожжи ферментируют сахар до этанола, а этанол разлагает уксусно-кислые бактерии до кислот, органических кислот. В результате чего образуются три вида органических кислот. Это уксусная кислота, молочная кислота и глюконовая кислота. И все это происходит в течение 10-12 дней при комнатной температуре. В результате всех этих реакций получается немного газированный напиток кисло-сладкого вкуса, который называется камбуча. Как вы поняли, чайный гриб – это закваска, а продукт ферментации – это камбуча. Впервые такой напиток начали готовить в Китае. Ну, конечно, страшно подумать, как они впервые решились все это попробовать. Почему в Китае начали? Понятно, Китай – это чайная страна, все пьют и черные, и зеленые, и разные чаи. И дальше она распространялась в Японию и так далее. Этот напиток у нас очень распространенный. Многие люди говорят, это очень полезный напиток. Многие люди пьют. И его добавляют во все другие виды напитков. Давайте разберемся, какая польза чайного гриба для нашего здоровья. Сразу хочу сказать, научно никаких подтвержденных данных нет. Во-первых, потому что продукт вообще ферментации нельзя, невозможно даже стандартизировать. Каждый раз, когда мы ферментируем, каждый раз вот это вступает все это дрожжи, бактерии в реакцию, это разный продукт получается. Стандартизировать нельзя, а если стандартизировать нельзя, то нельзя, конечно, провести какое-то исследование. И невозможно сказать действительно, как и чем полезен этот продукт для нашего здоровья. То, что говорят люди, давайте либо подтвердим, либо опровергнем. Первый. Чайный гриб, говорят, полезен для нашего кишечника. Там есть пре- и пробиотики, которые очень полезны для кишечной микрофлоры. Изучая этот вопрос, я понял, что там пре- и пробиотиков очень немного, но есть один продукт, дрожжи, сахаромицеты буларди, который полезен для кишечника действительно. И он питает вот именно бактериоиды. Я говорил в ролике про кишечник, можете посмотреть, у нас в кишечнике живут сотни триллионов бактерий, которые в основном делятся на две группы – фермикуты и бактериоиды. Так вот, сахаромицеты буларди очень полезен именно для бактериоидов. Но есть один нюанс. Мы не сможем сказать, сколько там сахаромицеты буларди, и каждый раз, когда вы будете готовить камбучи, каждый раз это будет по-разному. Второй. Это можно сказать с уверенностью. Действительно, камбуча является источником витамина В12. Этот продукт делает незаменимым для веганов, так как витамин В12 у веганов всегда находится в недостатке. Почему? Потому что веганы не едят белки животного происхождения, где много витамина В12. Камбуча можно использовать как источник витамина В12. Многие говорят, что камбуча – это источник витамина С. Прошерстил много информации, много литературы, и не нашел подтверждающих источников, которые действительно об этом говорилось. Но, может быть, из-за вкуса, кислоты и так далее, люди подумали, что это источник витамина С, но там витамин С содержится в небольшом количестве. Ну и, конечно, говорят, что камбуча имеет очень хорошее антиоксидантное действие. Именно это связывается с полифенолом, который содержится в камбуче, но их там тоже немного. Полифенолы откуда там взялись? Они из чая, особенно из зеленого чая. Но, наверное, лучше пить чашку зеленого чая, чем камбуча. Если вы хотите полифенолы, а полифенолы – это растительные антиоксиданты, зеленый чай будет намного лучшим источником полифенолов. Напоследок, я даже вычитал информацию о том, что камбуча очень полезна для печени. Но это тоже связывает с теми же полифенолами, а полифенолы, они защищают клетки печени
от негативных воздействий свободных радикалов. Да? Вот именно антиоксидантный эффект. Но это не доказано. И я уже сказал, что камбучи полифенолов немного. Зеленый чай для печени очень полезен. Вред и противопоказания. В камбуче есть небольшое количество алкоголя, поэтому этот напиток нельзя детям и беременным. Ну и, конечно, камбуча – это напиток ферментации, да, и его готовят в основном в домашних условиях, поэтому будьте осторожны. Если туда попадет какая-то другая бактерия, то это уже совершенно другой продукт будет. Не дай бог, кишечная палочка туда попадет, тогда она получит благоприятную среду для размножения, развития. Там есть сахар, там есть чай, все питательные элементы, да, и это уже вредный напиток будет. Поэтому я думаю, что камбуча лучше все-таки покупать то, что продают, потому что их все-таки проверяют, стандартизируют как могут, а в домашних условиях не сможем учесть всех условий. Ну, кто может, кто уверен, можете делать. И учитывайте, что этот напиток не готовится за один день, а надо 12 дней ждать при комнатной температуре. Все эти процессы должны происходить. А за 12 дней, что туда попадет, никто не знает. Ну и в камбуче много сахара. Чем больше сахара в чай добавите, тем лучше будет происходить ферментация. Потому что дрожжи, ферментируя сахар, из него получает этанол. Да? Вот. И сахар сам по себе не очень полезный продукт. Если вам этот продукт нравится, и вы уверены в этом продукте, конечно, можете пить, особенно жарким летним днем, вечером, сидя на балконе. А так ожидать от этого продукта каких-то чудодейственных свойств не стоит. Будьте здоровы!